Так, сейчас подождем, еще просит 1 минуту, не успевает подключиться. Ну, пишите пока свои вопросы по сновидениям. А, Снится война, вот, ну, снится и снится. Вопрос в чем? В чем вопрос? Ну, снится война. А в чем-то сам вопрос-то? Кому-то снятся звери, кому-то какие-то догонялки, кто-то взад-вперед куда-то бегает. А в чем ваш вопрос? Задавайте, формулируйте вопросы, и я вам отвечу. Сейчас дождемся еще минуту-другую людей и продолжим. Продолжим. Пишите, слышно, видно. YouTube пишет, что слышно и видно. Что тут у нас? TikTok, кто тут у нас еще есть? Пишите, слышно, видно, чтобы я понимал, что вы со мной, я с вами, чтобы мы с вами нормально с вами повзаимодействовали. Так. Так, друзья мои, сейчас все, начинаем, все, поехали, задавайте вопросы, пишите, я потом почитаю и отвечу вам. Сейчас я вам расскажу про сновидение, что такое сновидение в моем понимании. Ну, а дальше, как обычно, душевно пообщаемся. Так, не пишите мне вот эту вот дичь, стучу, что ждет в ближайшее время. Иванка 37. Иванка это к бабушкам, к девочкам, которые метают картишки 100 штук в секунду. Не сюда вы попали, пройдите мимо. Или посмотрите, что здесь пишут, о чем здесь речь. Речь о сновидениях, а не о ваших какой-то, что вас ждет. То, что вы делаете сегодня, то и ждет вас. Перестаньте, включите голову, перестаньте эту хрень в эту верить, что кто-то кинул карту и вам сказал, что вас ждет. Все, вопрос закончили, такую дичь я больше не читаю. Такую дичь не читаю, значит, что тут просят? Ставьте лайки, больше увидят. Хотите, ставьте, не хотите, не ставьте. Все сугубо индивидуально, кому что нравится, так и делаем. Только дичь не пишите. Добрый вечер. Добрый, Ольга, добрый. Добрый вам вечер. Добрый. Так, значит, что у нас по сновидениям? Что такое сновидение? Сновидение – это информация, которую нам дают в то время, когда наш ум спит, когда он не фильтрует всякую полезную информацию, дает свободно нам это посмотреть. Кто нам дает? Разные персонажи нам дают эту информацию. Те, которые к нам не могут достучаться. Те, которые к нам не могут достучаться в нашем нормальном состоянии. Ну, то есть, когда мы бодрствуем. И вот эти разговоры о том, что у меня там какие-то вещи, сны и прочие всякие штуки, хочу вас огорчить, это не ваши сны, это вам просто дают. Ваши сны это вот мой стакан, вот это мой стакан, вот в нем вода. А сны не ваши, эти сны вам просто дают и все. И вы их рассматриваете. Вы приходите в кино, вам дают какой-то фильм, который кто-то снял, кто-то вот сделал для вас, и вы его смотрите. Но никак не наоборот. Поэтому сновидение – это чистая информация тех персонажей, которые с вами хотят взаимодействовать, там, как хотите их назовите, духами называйте, энергоинформационными субстанциями, как вам нравится, так и называйте. Это дело ваше, как вам понравится, так пусть оно и будет. Дальше по сновидениям, значит, вот эти все штуки, которые нам снятся, прожитый день сегодняшний или вчерашний, это не сновидение. Это ум вас не отпустил, и вы все еще проживаете этот день. Это не сновидение, это мука, от этого надо как-то избавиться, чтобы не было вот этой вот неприятной штуки.
А дальше я вам расскажу, что сновидение можно заказывать. То есть, как к этому, помните, который в кино нам крутил, сзади, который вот нам показывали. Можно им заказать какую-нибудь информацию, какой-нибудь фильм, что-нибудь интересного. Практикуя сновидение, можно добиться заказа на какую-то информацию. Если вы умеете, практикуете осознанное сновидение, то это вообще просто супер. В осознанных сновидениях, осознав себя там, вы можете делать все, что угодно, ходить, летать, бегать, чем-то заниматься, чем вам нравится. И, в общем, осознанное сновидение – это когда вы себя осознали, что вы спите, вот, что у вас все будет, и вам за это ничего не будет. Значит, что по сновидениям еще интересно? Если что-то вас интересует, пишите, спрашивайте, я отвечу. А сейчас я почитаю немножко ваши комментарии, потому что они убегают, и чтобы я потом их долго не искал, и вы не обижались на то, что я не ответил. Как запомнить сновидение? Иногда помню, когда выхожу от сна, а иногда помню как будто отдаленно, и то не все. Для того, чтобы запомнить сновидение, вам нужно рядом с собой положить телефон. Любой телефон, на котором есть диктофон. Может быть, у вас отдельно есть диктофон. То есть устройство, которое будет записывать ваш голос. Кладете рядом и засыпаете. Проснулись, не нужно вставать, один глаз просто открыли, взяли этот прибор, включили, положили на грудь, закрыли глаз и уходите опять в это сновидение. А как уйти в него опять, начинаете рассказывать то, что вы помните. Какие-то даже пусть обрывки, ум пытается все стереть, а вы назло врагу, то есть уму, начинаете вспоминать сновидение и заходить в него опять. То есть вы идете с намерением, заходите в него, в это сновидение, и все замечательно. Вот. Поэтому вот так я запоминаю сны, вот так я у себя на курсе обучаю людей. Так удобно. Если у вас есть какие-то другие способы для запоминания, то напишите, что у вас, какие способы есть. Вот. Что еще? Что еще? Какие вопросы? Если есть, пишите, я почитаю. Формулируйте, я отвечу на ваши вопросы и расскажу что-то, что вам еще интересно. Насущная тема. Вы откуда? Я из вашего телефона, Ольга. Я живу в вашем телефоне. Если серьезно, я живу в Болгарии. Это так необходимо знать, откуда я. Я живу в Болгарии или в вашем телефоне. Значит, что еще по сновидениям? Сновидения, благодарю за лайки, за сердечки, за огонечки. Благодарю. Благодарю, Наталья. Очень здорово, мне это приятно. Я с Украины. Да мне без разницы, откуда вы, Ольга. Надеюсь, что вы хороший человек. И мне без разницы, хоть с Зимбабве, хоть откуда. Мне абсолютно все равно, откуда вы, зачем вы. Вы пришли, слушаете, смотрите. Надеюсь, мы с вами душевно пообщаемся. Вот, значит, по сновидениям. Очень рекомендую, если есть желание смотреть больше сновидений, заходить в сновидения, то есть засыпать не позже 11, максимум половины 12. А лучше всего не позже 11. Это время самое лучшее. Если вы около 12 заходите в сновидение, то, как правило, ваш поезд уже ушел. Вот. Поезд ушел, и вы не увидите никакие сновидения, ничего вам интересного не покажут. То есть время лучше до 11, максимум до полдвенадцатого. Заходите в это сновидение с намерением, что вы хотите посмотреть, что вам показали. Можете моделировать эту ситуацию. Я хочу, не знаю, посмотреть,
что у меня со здоровьем, почему у меня болит нога. Моделируете ситуацию и заходите, то есть, что вы делаете? Вы смотрите ногу, там, щупаете коленку или что там, или просите. Есть персонажи, которые управляют сновидениями, которые вам дают всякую разную интересную информацию. Если вы их не знаете, то очень рекомендую их познать. Как познать? Можно прийти ко мне либо на шаманское дыхание, либо на погружение, либо на личный прием. Все это познается только в измененном состоянии сознания, то есть сознании без ума. Вот. Значит, смоделировали ситуацию, и в этой ситуации, то есть вы не знаю, я сегодня хочу в ночь в лес попасть. Что я делаю? Я перед тем, как заснуть, я моделирую, что я в лесу. Вот я в лесу, я хожу по лесу, там, не знаю, с корзинкой или с чем вы там, зачем вы туда пришли. Или просто вы хотите там попить чай, посидеть, послушать птичек и прочее всякое, получить наслаждение. Вот так же вы себя там и моделируете. Вы не заметите, как вы попадете в сон, и именно этот сон будет про вас в лесу. Очень рекомендую создать модель своего сна. Хотите какие-то стрелялки, догонялки, какой-то там, не знаю, рекис, пекис, фекис, значит, делайте себе там какое-то моделирование секиса. То есть, что вам нравится, то и делайте. Это не очень просто, но и не очень сложно. Не нужно годами учиться, и все равно ничего не получится. Берите и делайте. Берите сегодня, в ночь уходите с намерением, моделируя то сновидение, которое вы хотите. Можете не моделировать это. Есть способы, которыми я пользуюсь для, так скажем, более глубокого попадания в сон. Если это интересно, пишите мне в личку, там куда-нибудь в Телеграм, я там быстрее увижу, чтобы я записал видео про свои способы. Здесь я не буду распространяться про эти способы, хотя они вполне легальны. Ни про что запрещенное я здесь не рассказываю. Вот. Думаю, может быть, вам не интересно, поэтому здесь распространяться не буду. Кому интересно, пишите в телегу, везде найдете, напишите, заходите. И там хочу про сновидение там подробнее. Как усилить сновидение, напишите подробнее. Я запишу видео и вам выложу в том же телеграм-канале. Там, в общем, найдемся в любых местах и всегда мы найдемся. Так, я немножко почитаю, посмотрю, задавайте вопросы. Дмитрий, привет, и тебе привет. А если сон ярче жизни после пробуждения? А сон всегда ярче жизни, потому что вот сейчас мы спим, а там я думаю, что там как раз жизнь есть, потому что я живу в сновидениях, поэтому я могу об этом уверенно говорить. И вообще я рассказываю только про то, что сам делаю, практикую, то, что пробовал, не знаю, вот все это только мой личный опыт. Ничего придуманного или там прочитанного у кого-то я никогда не транслирую ни здесь, ни у себя на курсах, ни на каких-то других мероприятиях. Поэтому сон всегда ярче, гораздо ярче, чем мы здесь с вами. Расскажите, пожалуйста, кто такие сущности, чем они отличаются от духов. У нас, по-моему, тема про сновидение, так что вот на этот вопрос я отвечать не буду. У нас тема сновидений. Если вас это интересует, чем отличаются сущности от духов, приходите ко мне на личный прием по видеосвязи, я вам все расскажу. Или каким-то другим способом постучите, но не сейчас. Я думаю, что сейчас вот это абсолютно неуместно. Если вы хотите эту тему, то мы можем на эту тему провести отдельный эфир. Пишите там «хочу эфир», «хотим», там я об этом вам расскажу. Либо приходите ко мне
на личные приемы, на курсы, я все об этом рассказываю. Поэтому закрыли тему про духов, сущностей не сейчас. Я не думала, что мой вопрос может вас обидеть. Это Ольга, которая вы откуда? Ну, какой-то... Я же не спрашиваю вас, а кто тут пришел? Надя пришла, да? Еще кто-то тут пришел. Ольга, ой, а вы откуда? Ой, а вы откуда? Ну, друзья мои, как-то... какая разница, откуда я? Знаете, это вот... вы понимаете, о чем я говорю. Доброго дня. Друзья мои, пишите на том языке, на котором я разговариваю. Вы прекрасно знаете язык, на котором я говорю. Вы сами на нем разговариваете, но пишите почему-то на непонятном мне языке. Я не знаю ваш язык и не собираюсь отвечать на... Если я говорил по-английски, давайте по-болгарски поболтаем. Если вы что-то поймете, скорее всего, вы выключитесь и все. Если мы начнем болтать по-болгарски, я не думаю, что все здесь знают болгарский язык. Поэтому либо пишите вопросы на русском, либо пройдите мимо просто и не выделывайтесь. Так, друзья мои, идем дальше по сновидениям. Значит, хочу вам сказать, что сновидения есть плохие и хорошие. Даже сновидения, когда вы зашли в них. У меня недавно был клиент, пациент, который пришел с тем, что у него постоянно тревожные сны, кто-то за ним гонится, пытается его убить, и в общем, это сновидение. На самом деле в своей жизни он не является каким-то телохранителем там, или каким-нибудь военным в горячих точках, но все-таки вот у него вот такие вот сны. Он как-то ничего такого не принимает, чтобы у него были беспокойные сны, ничего такого не делает в жизни, чтобы были вот этот вот вестерн, стрелялки, догонялки, убивалки и все остальное. Вот. Сон можно изменить. Если вам постоянно снятся какие-то сны, наподобие, которые я сейчас рассказал, бывают еще сны, там, мы умираем, бывают сны еще какие-то, то есть сновидения бывают неприятные, постоянно повторяющиеся, от них можно избавиться. Как это сделать? Сделать это несложно, вам нужно уйти чуть глубже в сновидение. Либо вам нужно изменить сознание и постараться посмотреть, кто вам это все транслирует. Это тоже не есть проблема. Все это тоже можно исправить. Можно зайти в измененное состояние сознания через, допустим, через гвозди. Гвозди, доска-схватку, гвозди для спины. Я практикую эту штуку, можете посмотреть у меня везде, и в телеге есть фотографии, много я рассказываю про доску садху для спины, не для ног, а для спины. Вы тоже можете все это посмотреть, почитать, там, купить, можете посоветоваться со мной, какие купить, где это ваше дело. Я не продаю доски садху, но гвозди должны быть правильными. Но я сейчас не про это. Я про то, что ваши неприятные сновидения всегда можно поменять. Всегда можно изменить даже в самом сновидении. Постарайтесь в этом сновидении осознать себя и спросить, узнать, кто это их показывает и почему одно и то же повторяющееся неприятное сновидение вам постоянно крутят без перерыва, то есть никаких других не показывают. Настаивайте, не знаю, топайте ногами, пытайтесь найти того, кто вам это показывает, и поменять сны на более приятные или более информативные для вас.
Если же опять по сновидению непонятно что-то, я объясняю, рассказываю, пишите сейчас, или же потом напишите мне в комментариях, или в комментариях в телеграм-канал, там куда вам будет удобно, туда и пишите. Я просто в телеге увижу гораздо быстрее и отвечу. Вот. Менять не только можно, но и нужно, чтобы вы не вставали утром как выжатый лимон и не мучились потом весь день каким-то недосыпом, отсутствием энергии и всеми остальными неприятностями. Если к вам приходят какие-то покойники, там, ночью умершие родственники, спрашивайте, ты кто такой, зачем пришел, и проверяйте. Как правило, никакие покойники не приходят, потому что они не могут прийти, покойники их закопали в землю, ну или в крематорий их отправили. А к вам приходят, скорее всего, какие-то сущности, как козёбры, которые никакого отношения к вашим покойникам не имеют. То же самое спрашивайте, узнавайте, фильтруйте всех приходящих, чтобы они вам не морочили голову. Вот. Это тоже не очень сложно сделать. Самое главное — осознать себя в сновидениях и начать спрашивать. Как осознать себя в сновидениях? Сначала осознайте себя здесь, в нашей жизни. Вот я сижу дома, обедаю, вот я иду куда-то. Ну, то есть вот заякорите себя здесь и сейчас. Я понимаю, что сейчас гораздо быстрее идет время, но все равно вы можете 20, 30, 40 раз за день себя осознать. Вот я сейчас веду прямой эфир. Вот люди пишут, я отвечаю, рассказываю, даю ту информацию, которую знаю, которая мне знакома, которой я хочу поделиться и о которой часто спрашивают в комментариях. Поэтому, когда вы научитесь себя якорить здесь, осознаете себя здесь, тогда вы сможете себя осознать легко в сновидениях. Не нужно никаких дополнительных препаратов. Все у вас в голове, все намерения, а намерения как раз и ведут к решению ваших проблем. Добрый вечер, добрый. Беременность во сне, что это значит? Спрашивайте, я откуда знаю ваш сон и вашу беременность. Здесь нет ответа, друзья мои, не бывает ответов здесь. Вы там, вам там что-то снится, а вы приходите сюда и спрашиваете, что бы это значило? Да ничего это не значит. Здесь, в этом мире, ничего не значит это. Вас просто разводят как кроликов и пытаются вам втюхать сонники и прочую всякую дичь. Но не обижайтесь, но здесь нет ответа и быть его не может. Вы там, вы в той реальности, там, вот там, во сне. Спрашиваете, что это такое, почему, что значит беременность. Вот там и найдете ответ. Это нужно постараться сделать, но со временем вы научитесь получать ответы в сновидениях. И это будет очень здорово, это будет очень замечательно. Поэтому здесь никаких ответов быть не может. Супер, спасибо. Благо и вам дарю за комментарий, за вопрос. Попробуйте, у вас все получится, это несложно. Сновидение — это огромная база данных, огромная информация. Если вы научитесь заходить туда, смотреть, жить и управлять, вы даже сможете писать сценарий для сновидения. Я вам рассказал, что будет, если вы начнете моделировать ситуацию перед сном, то вы, соответственно, получите эту ситуацию, с ней вы зайдете в сновидение. Ну, день-два не получится, на третий день получится обязательно, когда вы уснете, протаскивая эту ситуацию в сон. И дальше она будет развиваться, вы будете смотреть, вы будете все видеть, понимать и управлять.
Здравствуйте, пишет Искра. Не знаю, кто Искра, она или он, но все равно здравствуйте. Благодарю за подарки, благодарю, друзья мои. Благо вам дарю. Благо вам дарю. Пишите вопросы, но не что бы это значило, а вопросы, как зайти в сон. Напишите, какие сны вы видите. Вот что вы видите в сновидениях. Опишите, чтобы вот я имел понимание. О, благодарю за подарки, благодарю, друзья мои. Благо вам дарю. Благодарю за лайки. Все супер. Благо вам дарю. Про онемение во сне можно рассказать, когда снят страшилки, сковывает страх тела, потом долго отхожу, пару раз было. Возможно, это даже не от страшилок, это обыкновенный сонный паралич. Если вам не снились страшилки, но вы все-таки попали в это онемение, как говорите, если я правильно понимаю, это сонный паралич, то сонный паралич означает только одно. Они хотят, чтобы вы заметили, они останавливают ваши действия, чтобы вы их заметили. Вот, наверное, самый простой ответ на вот это онемение. И если я правильно понимаю, то это сонный паралич. Так, но мы также спим, даже когда делаем автоматические дела, вещи днем. Мы не спим, мы просто находимся в измененном состоянии сознания. Сон, конечно, тоже измененное состояние сознания, но там гораздо дольше мы находимся по времени. То есть мы там 8 часов спим, 6 часов спим. А днем, когда мы что-то делаем автоматически, там какие-то секунды, минуты, но не часы. Либо мы уже что-то делая уснули. Раньше не видела сны, теперь вижу цветные, но я их забываю. Почему бывает дежавю? На какой вопрос вам ответить? Почему, наверное, бывает дежавю? Дежавю – это одна из веток реальности, которую вы проживаете. Все просто. Просыпаюсь и вижу темную фигуру на фоне окна в комнате. Что это? Не знаю. Кто это, что это? Вы начинаете спрашивать: алло, ты что тут делаешь, ты кто такой? Ну, начинайте разговаривать, и все будет замечательно. Кто там у вас, да я откуда знаю, кто там у вас стоит, где вы с кем живете, и кто к вам может зайти из уплотненных. Возможно, скорее всего, это какая-то неуплотненная энергоинформационная субстанция, которую вы принимаете за некую фигуру, которая вот вам обрисовывает ваше сознание. Поэтому лучше всего спрашивайте: ты кто, зачем здесь, что ты хочешь от меня. Ну и в общем все вот такое вот по плану. Когда вы знакомитесь с кем-то незнакомым, все то же самое, ничем не отличается. Абсолютно никто вас не покусает, ноги, руки не отгрызет. Это все пугалки всяких церквей и всего остального. Спрашивайте, проявите какой-то, не знаю, юмор. Спросите: что тут, блин, я только проснулся, что тут, блин, вообще. Вот, поэтому спрашивайте, еще раз спрашивайте. У каждого своя фигура, у каждого свои какие-то штуки приходят к ним, кому-то никто никогда не приходит. Поэтому не опасно говорить с темным. А почему вы решили, что это темный? Какой риск есть? О, друзья мои, перестаньте эту хрень. Не опасно говорить с темным. Почему он темный-то? А почему он не светлый? Почему он не зеленый? Почему он не разноцветный? Может быть, он в каких-то ромашках, а вам просто пока не видно. Ну, если вы так боитесь, то спасибо скажите родителям, церквям и прочим всяким книжкам, которые вы прочитали.
Вы прочитали чужую дичь, вам налили в голову не ту информацию, и вы теперь говорите, с темными. Почему они темные? Почему они сразу темные? Какой риск есть? Никакого риска есть. Нет, потому что вы будете только развиваться и все. Вы узнаете, кто это, поговорите. Может быть, это какая-то полезная штуковина, которая, ну не знаю, которая вам даст кучу интересной информации. Поэтому не вопрос. Потому что вижу в светлых одеждах тоже. Спрашивайте в светлых одеждах. Вы их спросили, вы светлые? Может быть, они наоборот темные, а в темных одеждах светлые. Нету ни светлых, ни темных. Перестаньте. Это градация на хороших и плохих придумана нашим умом. Вот эти темные, светлые силы. Нет никаких ни темных, ни светлых сил. Нет ни темных, ни светлых магов. Есть просто энергия и все. Куда вы ее, как вы ее засунете и примените, это уже абсолютно... Стул есть, есть, хорошо, хорошо, сел, попе удобно. Выкинул его в окно, попал он по башке. Плохо, плохо. Но кто плохой, стул или действие, или применение этого предмета? Поэтому нет никакого темного и светлого, хорошего и плохого. Все только в действии, в энергии, которую вы применяете для чего-то. Поэтому не парьтесь, спрашивайте, кто ты, зачем ты. Почему ты в темном сейчас? Зачем вот это вот ты пришел? А что за светлые приходят? Вы с ними разговариваете? Или вы тоже опасаетесь? Какой риск есть? Да нет никакого риска. Есть риск огромный у вас, это начать развиваться, и все. Больше никакого риска нет. Если бы нужно было, вас давно бы уже, нас бы всех бы здесь бы почикали бы, и все бы на этом закончилось. Но если вам видится, что кто-то пришел, то это не значит, что какой риск, сейчас он меня тут. Они это сделают, вы даже не узнаете, если им нужно. Но я думаю, что это никому не нужно. Они пытаются с вами начать взаимодействовать, чтобы вы открыли глаза, уши, выбросили из головы все эти книжки, церкви и прочую всякую фигню, и спросили, вау, ты кто тут стоишь? Ну-ка, повернись, иди ко мне. Присядь ко мне тут на кровать, давай пообщаемся, ты кто, как звать, зачем пришел. Вот в чем кайф. А не в том, что лежать, трястись, а вдруг что, я испачкаюсь от него, какой риск есть. Нет, 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 еще раз нет. Есть риск вашего развития. И этого не хотят от нас, чтобы мы развивались, поэтому нас запугивают всякой херней. Есть просто энергия, это точно. Да, искра, есть просто энергия и все. Больше никаких темных, светлых. Все мы сами придумали. Что еще интересно по сновидениям? Какие вопросы практического действия, практического направления вас интересуют? Как разговаривать даже с теми, как темными, стоящими у окна или светлыми? Спрашивайте, если они вам не отвечают. Это вовсе не значит, что они молчат. Спрашивайте, попросите, чтобы показывали образами, картинками, какими-то короткометражками, ну, чтобы у вас перед глазами пошел ответ. Они говорят всегда, вот во всех 150% из 100. Вы просто их не слышите. А слышим мы не ухом, а вот здесь. Поэтому, пока вы не научились слушать здесь, просите, чтобы показали образами. И эта темная фигура покажет вам образами, кто она есть, все вам расскажет. Вот так пытайтесь. Ну так и скажите, ну не слышу я тебя пока, ну не умею тебя. Вот, как-то переключись или еще что-то сделай. Как-то по-другому дай мне ответ, чтобы я поняла этот ответ. Вещи и сны для чего снятся? В вещих снах вам дают вкусняшку те персонажи, которые хотят с вами взаимодействовать. Вот и все. Чтобы вы не к себе это причисляли, что я вещаю, вещи и сны мне снятся, я все вам сейчас буду вещать. А поняли одну простую вещь, что кто-то вам это показывает.
тот, кто знает, что произойдет завтра, послезавтра, и вам дает эту информацию. Для того, чтобы вы задумались и начали с ним взаимодействовать. А кто мне это дает? Нет, нам втюхали, что вот сны мне... Это мне снятся сны. Да не снятся вам сны. Я уже показывал, что вот у меня есть стакан с водой, это есть. А сны это не мое. Это то, что мне дают. Ваших снов быть не может. Вы попадаете в сон, и вам дают информацию. То есть ваш мозг, ваш ум засыпает, и вам дают информацию. Вы свой сон не тащите. Вы можете его смоделировать как ситуацию и затащить туда, и там прожить. Это вы можете. Но это будет ваша ситуация, и ее будут развивать там во сне. Вот и все. Тема только сновидения. Да, сегодня тема только сновидения. Других тем мы не будем касаться, потому что это будет потом долго. И вот. Как запомнить сон? Говорил 4 минуты назад. Берете телефон, кладете рядом, когда ложитесь спать. Или диктофон. В телефоне в каждом есть диктофон. Проснулись, глаз открыли, включили, положили, глаза закрыли и начинаете. Ну, пересмотрите потом полный эфир вот в Ютубе. И, наверное, я выложу в Телеграм-канале. Передается ли это умение видеть по наследству или это индивидуальный дар? А видеть что? Уточните, пожалуйста. Я не знаю, как вас звать, я не знаю, как к вам обращаться. Я всегда рекомендую вместо user 2z72 и так далее написать, как вас зовут, чтобы я мог как-то к вам обращаться. Я не знаю, кто вы, и мне сложно это делать. Я позже зашла, благодарю. Да, благо принимаю, посмотрите потом в записи, и все будет, все очень просто. Уточните мне, уважаемый юзер, вот что вы имели в виду умение видеть по наследству, что это такое? Ну, видеть, не понимаю, что есть видеть. Напишите, пожалуйста, чтобы я понял и вам ответил. Во сне можно увидеть духов или сущности? Конечно, можно. И они приходят и в первую очередь в виде покойников, либо еще каких-то персонажей. Если это сущности, то они будут вас доить на эмоции. Через эмоции вы выплескиваете в сновидениях энергию, а энергия это их еда. А духи это те персонажи, которые хотят с вами взаимодействовать, какой-то дар вам дать, что-то такое. Если вы их здесь не видите, в этом мире, то они к вам приходят через сновидение, хоть там как-то до вас можно достучаться. Вас интересно слушать, и темы интересны. Благо вам дарю. Заходите, ссылка здесь есть в ТикТоке, в шапке профиля на Телеграм-канал. Там есть много интересного, потому что в ТикТоке большие видео невозможно разместить, поэтому в телеге есть много интересного. Что означает, если умение есть, но нет ни видения, ни чувствования? Еще раз перечитайте, если вы поняли, то, наверное, я ничего не понимаю. Умение есть, но нет ни видения, ни чувствования. Что за умение? Умение есть. Что это такое? Я не понимаю, друзья мои, пишите, чтобы как-то понятно было мне, что есть умение. Натали спрашивает, а почему во сне про меня запрещено говорить, только про других показывают? А почему вы решили, что про вас запрещено? Как-то более подробно мне объяснить, почему про вас. Заходите, моделируя ситуацию, себя в сновидении, и про вас будут показывать, там, не знаю, какие-то болезни будут показывать, какие-то отношения будут показывать, не знаю. Почему запрещено? Не очень понимаю. Кем запрещено?
говорить. Почему запрещено? Вы знаете, кем это запрещено и почему? Наташка. Добрый вечер. Как давно я вас не видела. Добрый. Играть с энергией могу, но я не вижу сам, что делаю. Другие подтверждали, что я делал. И перед этим был вопрос, что означает, если умение есть. Я не понимаю. Играть с энергией могу. С какой энергией? Почему играть? Но я не вижу сам, что делаю. Если вы играете, вот я играю тряпочкой. Я вижу, что я делаю. А как я играю и не вижу, мне непонятно. Наверное, мы в разных состояниях. Я не понимаю. Вот я играю, и я ее вижу. А как можно играть и не видеть? Ну, вы же что-то делаете. Как вы можете это не видеть? Не понимаю. Все равно не понимаю. Видеть сущности, видеть многосерийные сны, это могло перейти от старших родственников? И да, и нет. Они... Здесь же не тело это видит. Вы в измененное состояние сознания попадаете. И там тело-то здесь, а вы там. А родственники вам только по телу. То есть, это просто люди. Не думаю, что это зависит. В каких-то случаях, да, возможно. Но это нужно разбирать, смотреть вас, и тогда только я могу сказать. Но, в принципе, какая разница? От кого это, как это, оно есть и есть. Разбираться, там и спросите в сновидениях, что это, откуда это и почему. И вам, я надеюсь, ответят. Другие видели, да, вот Искра тут улыбается. Вы верите в реинкарнацию? У нас сейчас про сновидение, а не про реинкарнацию. Копил, двигал энергию по телу, но я не понимаю. Не знаю. Не знаю, друзья мои. Если вы про реинкарнацию, то она в крайне редких случаях существует. Ирочка подарок подарила. Благодарю за розочку. Ира, благодарю. Благо вам дарю. Благодарю. Поэтому реинкарнация это крайне редкая штука, с единицами всего на все случается, поэтому. Вот. Значит, по сновидениям. Здравствуйте, не за что. Как это не за что? Ирочка, это же за подарок. За подарок вам благо и дарю. Какие вопросы еще есть по сновидениям? В чем помочь вам достичь глубоких, информативных, приятных сновидений? Про то, чтобы в 11, максимум пол-12 ложиться, я вам уже сказал. Иногда даже в половине 12 уже все, сновидений нет. То есть вы пришли на перрон, а поезд уже ушел. Так что старайтесь в 11. Самые лучшие сновидения вот бывает в летний период, когда вы сможете уснуть, вот когда заканчивается день. Еще не стемнело, а когда заканчивается день. А для меня это прям очень даже штука такая интересная. И они это информационные поля, в которые я попадаю, они другие. Поэтому пробуйте. Во сколько вы ложитесь спать?
по-разному. Бывает в 10, бывает в пол-11, бывает в 11. А бывают какие-то ситуации, когда я ложусь гораздо позже, но тут уже не до сновидений, просто какие-то дела. У меня есть пациенты, которые живут в других странах, на другом краю земли, и у них другое время. То есть, если у меня поздний вечер, то у них раннее утро. Поэтому я иногда ложусь, работая с этими пациентами, ложусь после того, как поработаю. Ну, то есть они встают намного раньше, ну, а я, соответственно, ложусь намного позже. Но так стараюсь пол-11, в 11 уже ложиться спать. Опять же, если я хочу сновидений хороших, ну, мы же не всегда хотим мороженое, там, не знаю, тортики, шашлычок. Поэтому здесь, чтобы попасть в сон, ложитесь до 11 часов. Скажите, пожалуйста, сны — это работа нашего подсознания или какие-либо подсказки? Ирочка, да нет никакого подсознания. Как оно, под чем оно находится, под каким сознанием, где сознание? Или какие-то подсказки? Ну, скорее подсказки или даже не подсказки. Сновидение — это измененное состояние сознания, когда ваше все, информацию и все остальное не фильтрует ваш ум. Ум не является какой-то хорошей штукой, это конченая сволочь, которая нас всю жизнь имеет и в конце жизни убивает. Имеет разными случаями, все хвори от ума, все наши расстройства, горечи и все остальное тоже от ума, то мы худые, то мы толстые, то мы рыжие, то мы бедные, то мы еще что-то такое. А сновидение — это измененное состояние сознания, которое вы можете использовать себе во благо, получение информации, исцеления, ну и много-много-много всего. Путешествий. Я живу в сновидениях, я здесь у вас бываю редко. Ну, помимо сновидений, я еще разными способами изменяю сознание. Это шаманское дыхание, погружение. Я лежу, сплю на гвоздях на доске садху. Поэтому в сновидении подсказки, да, безусловно. Кто-то хочет с вами взаимодействовать из добрых персонажей, которые я называю духами. И они хотят обратить на себя внимание и дают вам какие-то штуки типа вещи и сны. Ну, вещи и сны, что такое? Информация. Обыкновенная информация о том, что случится в ближайшее время. К сожалению, мы не обращаем на это внимания. Мы обращаем на саму информацию, но кто это дает? Ну, нам уже приснится. Нам просто это дали и все. Так же, как тому же Димке Менделееву дали во сне таблицу, как многим вот в сновидениях давали какие-то штуки, какие-то озарения приходили, какую-то информацию. Это дают вот эти персонажи, которые с нами пытаются взаимодействовать. Так что никакого подсознания не существует под сознанием. Это как потусторонний мир. Ну, это все неправда. Это информационное поле, в которое мы не можем попасть, имея бодрствующий ум, который вас туда не пускает, не дает, не рассказывает. Так же, как нам все это брешут про всякие штуки, про то, что там какие-то 300 лет монгольского ига, про то, что там какой-то Питер мы строили. Да я вас умоляю, не было 300 лет ига, никто не строил Питер, его просто нашли. Ну, то есть все, 99% истории вранье, все вранье, а там вы можете получить чистую информацию о том, что происходило и вообще. Вот, ну, там много всего интересного и незапрограммированного. Я попадаю в сновидение, попадаю в аудиторию, и за кафедрой стоит какой-то персонаж. Это бывает мне достаточно часто. И этот персонаж мне дает какую-то очень интересную информацию о разных аспектах нашей жизни. Поэтому пробуйте сновидения, настоящие сновидения, пробуйте осознанное сновидение, осознать себя там очень здорово. Вы можете быть сценаристом своего сновидения. В общем, как получать информацию, наслаждаться, так и просто гулять по другим мирам, где-то путешествовать, все можно в сновидении. Об этом
даже много интересных книг, фильмов снято, они знали, о чем писали. Ну и снимали, естественно. А вещи и сны. Я рассказал про вещи и сны. У меня осознанные сны раньше легко случались, а сейчас, после попыток войти в ВОЗ, наступает бессонница. Не вижу вопроса, вижу просто информацию, которую вы написали. Задайте вопрос, я отвечу. Вы говорили, взаимодействуете с добрыми персонажами, значит, есть злые, есть, ну, добрые те, которые дают информацию нам, которые помогают нам, там, не знаю, духи, защитники, помощники, все что угодно, дают информацию, дают какой-то дар, там, целительство, ясновидение, какие-то люди становятся медиумы. А есть злые, да нет, они не злые, они просто питаются нашей энергией. Злые они или нет, мы же тоже питаемся и травой, и животными, и мы злые. Ну, мы просто так сделаны, мы просто так питаемся. Злые — это сущности, которые нас пытаются разводить во всяких случаях. И здесь, в этом мире, чаще в сновидениях, когда нас пугают, что-то такое происходит, мы эмоционируем. Не радость они едят, не эмоции радости, а более вот приземленные эмоции страха. И вот это их еда. Поэтому, ну, сказать злые, ну, они просто пожрать пришли. Злые или нет, ну, в отношении нас, да, в отношении себя, ну, мы же тоже пришли в столовую, съели полбарана. Мы злые. Я думаю, что 90% здесь этого населения этого участка земли любит шашлык, любит, ну, какие-то штуки вкусные, там, в общем, злые мы, не злые, не знаю. Наталья розочку подарила, благо вам дарю, Наташа. Ага, вот вопрос пришел. Так почему так? Это про осознанное сновидение. У меня осознанные сны раньше легко случались, а сейчас, после попыток войти в осознанный сон, наступает бессонница. Почему так? Настал такой период, либо вы исчерпали допуски в осознанное сновидение. Там тоже есть допуски, если будет интересно. И всем, я уже говорил об этом, чтобы усилить сновидение, напишите мне в телегу по ссылке, там в шапке профиля. Вот в ТикТоке есть, в Ютубе есть, в Инсте я сейчас вещаю тоже. Там все есть. Зайдите и задайте вопрос, я запишу какой-нибудь видос, чтобы здесь как бы не засорять этот эфир, и вам это тоже будет полезно. Все абсолютно легально, ничего запрещенного. Благодарю за за огонечки, за сердечки, за лайки, как их там назвать. Благо вам дарю. Идем дальше, идем. Нам с сыном снятся одинаковые сны. Хорошо, вы в одном поле. Благодарю за сердечки, за лайки, за огонечки. Благо вам дарю, друзья мои. Как всегда, любезно общаемся. Наверное, будем заканчивать. Если у вас вопросов нет, не буду вас мучить эфиром. Эфир по сновидению. Если что-то еще есть интересного, нужного, необходимого спросить про сновидение, спросите. И вот. Какие подарки. Благодарю. Благо вам дарю. Спасибо вам огромное, Ирочка. Благо и вам дарю.
Если что-то интересно, пишите в Телеграм, пишите, ну там просто я быстрее вижу. Я расскажу, запишу какие-то видео, чтобы пояснения вам дать, потому что не всегда я, ну, могу объяснить доступно, наверное. Когда вы ходите в эфир? Да, когда есть время, когда вот сегодня у меня немножко не сильно загруженный день, не так много клиентов, пациентов, поэтому я решил, набрал кучу вот вопросов, запросов по сновидениям и решил сегодня выйти в эфир. Если вы будете активны, вам интересно, и вы напишите про, там, хочу эфир, про вот сегодня какие-то еще вопросы задавали, ну, что вас интересует? Пишите в телегу, там, Дмитрий, давайте проведем эфир. Если у вас есть про что-то рассказать, и наши темы перекликаются, давайте выйдем вместе в эфир. Мы можем выйти где угодно и пообщаться. Ну вот, давайте взаимодействовать, потому что в нашем мире не все хорошо и не все просто, но всегда хочется дать то, что знаешь, помочь объяснить людям, что все не так, как нам это втюхивают, что не нужно много мучиться и работать, чтобы быть богатым, не нужно искать какого-то свою вторую половинку. А где мне найти вторую половинку? Ну, это тоже отдельная тема вот этих отношений, когда, ну, вот совсем неправильно пытаются найти, ну, а потом неправильно выстраивают, неправильно, работая на 10 работах, пытаются заработать денег. Никогда вы это не заработаете. Неправильно идут к врачу, потому что там волшебная таблетка он сейчас даст или укольчик засадит и все сразу пройдет. Нет, нет, еще раз нет. Исцеление можно делать гораздо проще, быстрее и, самое главное, дешевле. Но опять же, нужно только ваше желание. К врачам желания не надо. Пришел халява, все, жди таблетку, сейчас тебе быстренько дадут, и все тебе. Но почему-то они лечат, но не вылечивают. А потому что у них нет смысла это делать. Ну и, собственно, они не знают, как это делается. Поэтому интересно, благодарю, Татьяна. Благо и вам дарю. Пишите, давайте, как это называется, замутим какие-то темы, эфиры, пообщаемся, расскажите то, что вы знаете, то, что вы практикуете, какие-то свои знания передадите. Меня много людей смотрят, будут вас смотреть. Ну, то есть, давайте вот как-то объединяться. Я много лет занимаюсь целительством, знахарством. Я делаю травы, настойки, ну, в общем, всякие интересные штуки. Все болезни можно исцелить, абсолютно все, но только при вашем желании. Я работаю с ненормальными людьми, которые абсолютно нормальные. Вы называете их шизофрениками, это болезнь? Нет, это не болезнь. Все можно вылечить, и рак, и диабет, и все что угодно, опять же, только при желании носителя. Насильно ничего невозможно сделать. Можно также избавиться от каких-то зависимостей, но тоже при желании. Как правило, когда человек в зависимости, редко когда он хочет с ним выйти, потому что ему хорошо. Но только ему, а окружающим не очень. Ну, то есть все вот эти темы всегда можно и нужно развивать, общаться, доносить ту информацию, которая есть. У меня только практическая теория, у меня нет книжек, я не читаю, а у меня все только практика. А не то, что вот смотришь сейчас по всяким тиктокам, не знаю, ютубам, то какие-то человек, рожденный 3-го и 30-го, они вот такие. Да пипец, ну что за дичь, какую-то нумерологию какую-то приплели. Ну, может быть, вы, конечно, в это верите, но очнитесь, какая разница, какого числа ты родился. Почему, если я родился 3-го или 30-го, то я должен быть вот таким. То есть нас опять причесывают, разводят. Ну, в общем, все это не есть хорошо, хотя огромное количество ведутся, ну, без лоха и жизнь плоха. Людям нравится, пусть они по собственному развитию и идут в то стойло, в то стадо, которое соответствует их развитию. Давайте будем разумными. Не всегда мы что-то делаем
правильное, но мы должны друг другу подсказывать, помогать, проводить какие-то правильные беседы, чтобы люди понимали. И не только я, если у вас есть что сказать, с удовольствием пишите мне, где найдете, в телегу и куда угодно. Мы с вами сделаем совместный эфир, и вы расскажете о том, что знаете, что будет полезно людям в каких-то вопросах, насущных вопросах. Люди иногда мучаются годами и не знают ответ, не знают выход из той ситуации, в которой они оказываются. Ну да ладно, вроде все я вам рассказал. Про сновидение дополним. Про усиление сновидения, прохождение в более глубокие сновидения пишите в телегу. Запишу специальное видео, отвечу всем на ваши вопросы по сновидениям. И не только. Буду рад, если будете предлагать темы эфиров, те темы, которые вас интересуют. Все, друзья мои, благо всем дарю. Как всегда, любезно пообщались. Как всегда, чудесно. Отдыхайте. Пишите. Мне всегда очень интересно, когда вы пишете, предлагаете темы, задаете вопросы. Все, друзья мои, благо всем дарю.